Привет, молодые пионеры! Вы на канале Сатислаб, и это первое видео из серии обучалок для самых маленьких. В этих видео я буду рассказывать, как играть в эту игру, не допуская серьезных ошибок и не тратя время на их исправление, а также буду делиться интересными лайфхаками. А мы запускаем новую игру и выбираем начальную область. Карта в этой игре одна, но она очень большая и наполнена большим количеством разнообразных биомов. 4 из них мы можем выбрать в качестве нашей стартовой локации. Читайте описание, выбирайте любой понравившийся, но учтите, что вам придется смотреть на эти пейзажи в течение всей своей игры, так как ваше главное производство будет располагаться именно там. Пишем название и начинаем. В этой серии мы полностью пройдем нулевой уровень хаба, и для этого нам понадобится добыть минимум 835 железной руды, 186 медной руды и 345 известняка. Дальше мы переплавим руду в слитки и сделаем из них детали для прокачки хаба и постройки первых станков. Ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akicha. Приземлились, разобрали капсулу, экипировали шокер. Что дальше? Дальше нам предлагают воспользоваться сканером, чтобы найти месторождение железа. Важно знать, что места добычи полезных ископаемых могут быть бедными, обычными и богатыми. Узнать это качество можно просто подойдя вплотную к месторождению и прочитав его описание. Не путайте месторождения с залежами. Залежи — это большие куски породы, торчащие из земли. На них всегда будет написано «богатая», но это ограниченный ресурс, собираемый вручную. А нас интересует месторождение. Это вот такие пятна с породой на земле. Не ставьте хаб у первого попавшегося. Видите слово «бедная», забирайте залежь и идите искать дальше. Нам нужно найти хотя бы 2 обычных месторождения железа для уверенного старта. А также нам понадобится добыть руками хотя бы 1 полный стак железной руды. Во время добычи руды нажмите клавишу Tab, и вам больше не придется удерживать клавишу сбора. Нашли хорошее место, пора ставить хаб. С помощью клавиши Q открываем меню строительства, читаем описание и выбираем постройку. У хаба есть 3 ключевых места. Первое — это рабочая зона с верстаком и терминалом хаба, в котором мы будем получать задания от нашего начальства. Второе — комната отдыха. Здесь мы будем появляться после смерти. В третьем месте будут располагаться наши первые источники электроэнергии — сжигатели биомассы.
Поэтому нам нужно расположить хаб таким образом, чтобы у нас был свободный доступ ко всем этим участкам. Не бойтесь сделать ошибку, в этой игре нет штрафа при демонтаже построек. Вы всегда можете разобрать любой неустраивающий вас участок производства и построить его заново. Первым делом знакомимся с терминалом хаба. Во вкладке «Выбор цели» нажимаем на нулевой уровень и выбираем единственную доступную цель на данный момент. Первое улучшение хаба. Выполнив это задание, мы получим дополнительные ячейки инвентаря, переносной бур и новое здание мастерскую, в которой мы будем крафтить экипировку. Переходим к верстаку, видим, что нам нужно изготовить всего 10 железных прутов, но для их производства требуются железные слитки. Поэтому сперва выбираем чертеж железного слитка и перерабатываем всю железную руду. Удобнее всего это делать один раз, нажав на клавишу пробел, так вам не придется удерживать левую клавишу мыши. Из полученных слитков я сразу делаю 12 железных пластин, а остальное перегоняю в пруты. Возвращаемся к терминалу, выполняем первое улучшение и выбираем следующую цель. После второго улучшения у нас откроется доступ к переработке меди и первое автоматическое здание плавильня. Причем у меня уже есть все необходимые детали для выполнения этой цели. Но вместо этого я потрачу свои детали на постройку мастерской и крафта в ней 3 переносных буров, чтобы мне больше не приходилось добывать руду вручную. Возвращаемся к железному месторождению, берем в руки переносные буры и устанавливаем их, нажав левую клавишу мыши. Эти буры можно устанавливать по нескольку штук на одно и то же месторождение. Они не требуют топлива или электроэнергии для работы, но к ним нельзя подключить конвейерную ленту, и нам придется постоянно забирать из них руду, чтобы они не останавливались. Для прохождения нулевого уровня хаба нам понадобится минимум 835 единиц железной руды, поэтому сейчас мы ее сразу и добудем. А чтобы не стоять без дела, пока буры заполняются, можно отправиться на добычу листвы для производства биомассы. Биомасса будет нашим единственным источником электроэнергии до 3 уровня хаба, поэтому чем больше мы ее заготовим, тем лучше. Также хорошим источником биомассы является инопланетный панцирь, поэтому есть смысл немного поохотиться на местных кабанчиков. Ну нахер. Орехи, ягоды и грибы помогут вам восстановить здоровье. А если вы все-таки умрете, то все содержимое вашего инвентаря будет ждать вашего возвращения вот в таком контейнере. Итак, мы добыли 9 стаков железной руды, можно забирать буры с месторождения и отправляться к верстаку. Плавим всю руду в слитки, не задумываясь о той плавильне, что нас ждет после второго улучшения хаба. One eternity later. Она будет по-настоящему полезна только когда у нас появятся конвейерные ленты, автоматические буры и рецепт биомассы. Убираем в хранилище 3 стака железных слитков, чтобы случайно их не потратить. Оставшиеся переводим на железные пластины.
Достаем слитки из хранилища и делаем из них пруты. Закидываем 20 прутов и 10 железных пластин в терминал и покупаем второе улучшение хаба. Чтобы развиваться дальше, нам понадобится медь. Выкладываем весь хлам из карманов в личное хранилище, берем переносные буры и отправляемся на ее поиски. It was at this moment that he knew. He fucked up. Снова ставим буры на месторождение, снова собираем листья и панцири. А если вам посчастливилось найти место крушения капсулы, ни в коем случае не проходите мимо. Как правило, в таких местах лежат очень дорогие детали, которые вам обязательно пригодятся. Одно из таких мест находится совсем недалеко от моего месторождения меди. Идем на восток примерно 200 метров и за небольшим холмом обнаруживаем обломки. Такие места всегда охраняют сильные мобы, поэтому будьте готовы дать отпор. Также эти капсулы можно отремонтировать и открыть, но об этом мы поговорим в следующий раз. А сейчас нас больше интересуют детали, разбросанные вокруг капсулы. У меня получился вот такой хороший улов. Проволоку и усиленные железные пластины на раннем этапе приходится крафтить вручную, поэтому я уже могу сэкономить кучу времени. А для моторов у меня есть особое применение. Возвращаемся на месторождение, забираем буры с 3 стаками медной руды и отправляемся к хабу. Чтобы не отклоняться от моего изначального плана развития, я не буду сейчас использовать найденные детали и выложу их в хранилище. Встаем за верстак, перерабатываем всю руду в медные слитки, а слитки в проволоку. Также крафтим 110 кабелей из этой проволоки и направляемся в терминал. Итак, у нас появился еще один станок, работающий от электроэнергии. Но у нас по-прежнему нету конвейерных лент и рецепта биомассы. А сжигать непереработанные листья, древесину и тем более инопланетные панцири ни в коем случае нельзя. В таком виде они будут очень быстро сгорать, и мы превратимся в кочегаров. Поэтому я предлагаю еще немного поработать ручками. Отправляемся на поиски известняка. Третий раз повторяем уже привычные нам действия, устанавливаем буры
и идем на разведку местности. Также хорошим источником древесины, а значит и биомассы, могут стать корни растений. Ищите их на земле, в траве и даже на отвесных скалах. Причем, если это последний вариант, то по ним даже можно забраться наверх скалы, собирая по пути ненужные отростки. Добываем 6 стаков известняка и возвращаемся к верстаку. Перегоняем весь известняк в бетон, а также нам нужно скрафтить 72 винта и 6 усиленных железных пластин для постройки первых станков. Заходим в терминал и покупаем 4-е, 5-е, и 6-е улучшение хаба с помощью скрафченных ранее деталей. На этом нулевой уровень хаба заканчивается. Мы полностью построили это здание и получили 2 встроенных сжигателя биомассы. Также у нас наконец-то появился рецепт этой биомассы, и это значит, что пришло время строиться. Ставим контейнер для хранения биомассы недалеко от сжигателей. Переводим всю листву и древесину в биомассу и складываем ее туда. Устанавливаем 2 буровые на железные месторождения. Эти постройки отличаются от переносных буров наличием порта для подключения конвейера. Во время работы каждая буровая будет потреблять 5 мегаватт электроэнергии и добывать 30, 60 или 90 руды в минуту в зависимости от частоты месторождения. Напротив буровых устанавливаем плавильни. Обратите внимание, что у голограммы этой постройки есть 2 порта – входной и выходной. Разворачиваем ее входным портом в сторону буровой. Дальше зажимаем клавишу Ctrl, чтобы привязать голограмму к одной оси с соседними постройками, и устанавливаем ее на нужное место. Соединяем буровую и плавильню конвейером и выбираем в плавильне рецепт железного слитка. За плавильней точно таким же способом устанавливаем конструктор, а после конструктора ставим складской контейнер. Одна линия у нас будет производить железные пруты, а вторая железные пластины. Третью буровую ставим на месторождение известняка и подключаем ее к конструктору с рецептом бетона. Детали для всех этих построек мы произвели во время прохождения нулевого уровня хаба. И это практически максимальное количество станков, которое мы можем позволить себе, используя встроенные в хаб генераторы. А значит, следующую серию мы начнем с постройки нашей первой электростанции и автоматизации производства биомассы. Пишите свои пожелания по поводу следующей серии в комментариях, задавайте вопросы, если вам что-то непонятно, или предлагайте интересные советы, которые, по вашему мнению, должны быть в этой серии гайдов. А у меня на сегодня все. Спасибо за просмотр, приятной вам игры, пока!